This song's called Opinion. Здрасте. Позвольте вопрос. Очень коротко. О вчерашней новости. Вчера Госдума одобрила законопроект о воинской реформе воинского учета. Что он означает? Он означает то, что теперь отказаться от повестки нельзя никаким образом, а уклонистам запрещают выезд из России и управление автомобилем. Я считаю, это правильно. Это правильно? Да. А почему, чем это будет лучше для России? Ну, России нужны защитники. Кто как не мы. И такой вопрос, как вы считаете, не спровоцирует ли это новую волну отъезда молодых людей из России? Вполне возможно, побегут. Вчера этот закон был принят. Что вы думаете по этому поводу? Ну, это не есть хорошо. Я больше чем уверен, что это не есть хорошо. Почему мне, вот, допустим, я водитель, и мне запрещают управлять автомобилем? У меня есть проблемы со здоровьем, допустим. И чтобы мне поехать в Питер, мне нужен автомобиль, они мне запретили. Ну, как я съезжу? Он не противоречит немножко себе. Поэтому, не знаю. И запретят управление автомобилем. Ну и правильно делают. Вы считаете, что это правильно? Конечно, правильно. А почему? Ну, как? Это все-таки будет от повесток уклонялись все время, как говорится. Не рвали повестки, как будто они не получали. А здесь уже никуда не денешься. Вчера Госдума одобрила законопроект о реформе воинского учета. Да, слышала, и по телевизору слышала, да. Вот что это, да. И это, в инете смотрела. Да. Умные люди решают наши судьбы. Все, что я могу сказать по этому поводу. Мы ничего изменить не можем. Это по факту означает, согласие или не согласие? Изложу вам некоторые положения этой реформы. Это значит то, что отказаться теперь от повестки нельзя никаким образом. Да, совершенно верно, да. Я поняла. А те, кто уклоняется, им запрещают выезд из России и управление автомобилем. Ну, ваше что мнение? сказать по этому поводу? Может быть, это и правильно, с одной стороны. Дисциплина у нас везде плохо, на всех стадиях развития, начиная с детского сада. Не хватает должных преподавателей, не хватает должной гражданской позиции. Почему нет? Ты в России живешь? Это твое государство. Ты его должен защищать. Я тоже согласна, потому что... Вы тоже согласны? Да, конечно. Я думаю, что это ничего не спровоцирует, потому что в России это все пресекается. Мы живем не в Европе, не где-то там в Грузии, где митингами можно что-то решить. У нас ничего не решить. Я на них не хожу, не ходил, да и ходить-то в принципе не буду. Я живу спокойно. Печально. Вызовут в военкомат, схожу. А как думаете, нас ждет новая волна отъездов молодых ребят из Понятия России? не имею. В связи с этим. Конечно, начнут сваливать снова люди. Я не знаю. Что вы думаете на эту тему? Положительно, да. Очень такое верное решение, потому что очень много уклонистов, которые бегут за границу, не выполняют свой воинский долг. Всецело поддерживаю. А это будет хорошо и для России, и для самих ребят? Вообще, для чего это делается? Но ребята-то разные. Кто-то к этому относится отрицательно, к прохождению воинской службы. Для России в целом, да. И такой вопрос финальный. Как вы считаете, спровоцирует ли это новую волну отъезда молодых ребят из России? Ну, я думаю, сейчас препоны поставят такие на границе, что невозможно будет уехать. Поэтому верное решение. Это верное решение? Да. Вот что вы думаете по этому вопросу? Мне кажется, это больше всего бред какой-то. Мне на самом деле это не интересно. Я был в военкомате, поэтому я не знаю, что на это просто ответить. Ну, хорошо ли это для России, для ребят молодых, не знаю, для тех, кто еще не служил? Вот говорят, на этот год не будет ничего применяться, а вот на следующую срочную службу, да, уже будет. Ну, для уклонистов, наверное, я не знаю, более всего нормально. Но то, что вот эта вот ерунда происходит, наверное. Ну, вы за? Нет, на самом деле.
А чем это может быть плохо? Как вы думаете, сопровоцирует ли это новую волну отъезда ребят из России? Я думаю, что да. Да, я думаю, да. Им, соответственно, запретят выезд из России и запретят управление автомобилем. Вот что вы думаете по этому вопросу? Не связано между собой. Ну, тут надо подумать. Ага. Ну, это полезно для чего-нибудь. Ну, служить должен каждый, я считаю. Да. Машина тут ни при чем, наверное. Ну, то есть вы за. Ну, Все, благодарю вас. А вы? Не знаю, тяжело как-то предположить. Не, ну понятно, что долг родине надо отдавать, но действительно, в этом случае, причем здесь машина, можно какие-то другие меры предпринять, наверное. Машина это так. все сейчас не задали. Да, так что все понятно. Надо защищать свое Надо государство. идти Вы же защищать. понимаете, что сейчас вокруг вообще происходит. Только что говорили как раз на эту тему среди своих бабских разговоров. Ну, что накроет нас зонтиком каким-нибудь и все Наше дела. поколение. Да. У нас даже разговора не было. Надо было, значит, мы Да. Потому еще и в что Афганистан, ну, и в Чечню, и куда угодно. Значит, поэтому всегда гражданская дети и внуки позиция тоже жесткая. должны. Так решили, значит так надо. Кто-то должен это делать. А кто? Ну не мы же 70-летние, правда? А как вы считаете, не спровоцирует ли это новую волну отъезда молодых ребят из России? Ну, не исключаю, но не думаю, чтобы это была такая, чтобы это было цунами. Кто-то, да, будет стараться выезжать. А кто-то, может быть, возьмет голову в руки и будет думать. И принимать серьезные решения, которые должен принять всякий здравомыслящий, образованный мужчина, в конце концов. Мужик должен быть мужиком. Ваше вот мнение? именно, я согласна. Вы согласны? Потому что, вот именно, Испокон веку мужчина вставал на это, защиту своей как говорится, семьи. святая обязанность. И это, я считаю, долг и святая обязанность защищать свое государство. Вчера закон был принят. Что вы думаете, согласны ли вы, поддерживаете ли вы или как? Ну, вождение так не согласен честь. То есть, если куда-то ехать далеко, то не, так-то несправедливо. То есть вождение. Да. А дальше я не знаю. Я считаю, что уклоняться от воинских обязанностей, ну, это как минимум некрасиво. И страна, ну, помогает тебе во многом, всякие льготы, поэтому ты должен отдать свой военный долг. И это правильно. Мое мнение таково. Это правильно. Вы считаете, что это правильно? Ну, что да, человек не должен отвергаться от родины. Это правильно. Ну, я считаю, что это нормально. Это нормально? Конечно. Потому что если уклоняются, не хотят в армии служить, то зачем они там за границей? Ага. Я, в принципе, такого мнения. Ну, может быть, они не хотят служить, а хотят учиться в университете. Ну, если учиться, если возможность позволяет, то ради бога, конечно. Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Все, я понял, да. И как вы считаете, не спровоцирует ли этот закон новую волну отъездов молодых ребят из России? Спровоцирует, конечно. Я думаю так, что нам воевать потом за нас некому будет. Если они все за границу уедут учиться, то кто за нас будет потом стоять-то? Да. У нас и так вот у меня зять на Украине, поэтому я считаю, что мне кажется, что не стоит. Молодежи у нас сейчас очень много, и потом заступиться за нас некому будет. А тем, кто уклоняется, запрещают выезд из России и запрещают управление автомобилем. Вот что вы думаете на эту тему? Сидишь какая-то. Ну а что еще придумать-то? Вы не очень поддерживаете, да? Нет. А как вы думаете, сопровоцирует ли этот закон новую волну отъездов молодых ребят из России? Да, навряд ли. Вряд ли? То есть все останутся и... Всем плевать будет. Да? Так вот. Все, я понял. Вам всего хорошего. До свидания.
Мы же не хотим, чтобы нас это на кусочки порезали, на первобыт, на общинные какие-то организации. Годами создавалась, десятилетиями это огромная территория. Да, путем войн, да, путем покорения. Наши цари для чего старались? Чтобы государство было большое и сильное, и чтобы в нем жили достойные, сильные люди. В первую очередь мужчины, которые должны и обязаны защищать свою семью, свой дом, свое государство. А вы считаете, что в каждой стране такая политика, то есть путем агрессии захватывать и присоединять другие государства, как вы сказали? Ну, и это было, это на протяжении всего существования человечества это было. Это было и в Европе, это было в Индии, в Пакистане, где угодно. Почему-то англичане владели колониями в Индии, извините. Кто-то в Африке, кому-то понадобился Алжир. Ну, вот так человеческая натура, такая захватническая. И русские цари продвигались на Дальний Восток, тоже не в турпоход ходили. А мечом и огнем. Уже давно пора было. Да, и веру нашу, эту самую, тоже они ее не просто так все взяли, раз и пошли и покрестились. Тоже не вдруг, не сразу. Все постепенно. И вообще, я считаю, что хватит уже об нас было ноги вытирать. Давно надо было это все закончить. Теперь нам, как бы, ребятам, нельзя будет отказаться от повестки, и тем, кто уклоняется, им запрещают выезд из России и запрещают управлять автомобилем. Это уже приняли, этот закон, вот он вчера вышел. Что вы думаете по этому поводу? Я даже не знаю. Может, это правильно, а может и нет. Ну, вы за или не очень? Средний. Что вы думаете по этому поводу? Ну, насчет управления автомобилем это уже слишком. Больше ничего не думаю. Долг родине надо отдавать. А как вы думаете, вот спровоцирует ли это отъезд молодых ребят в связи с этим законом из России? Конечно. Спровоцирует. А как стоит будет к ним относиться? Как к предателям родины или к тем, кто... Или это нормальные люди, которые делают просто... Не, просто люди делают свой выбор необдуманный, и потом будут жалеть об этом. Да, думаете, будут жалеть? Да. Мой папа инвалид Отечественной войны, участник, естественно. Он мальчиком ушел в партизанский отряд. Дальше воевал в регулярных войсках. Но Господь был милостив, подарил ему достаточно долгую жизнь. Ему было почти 82 года, когда он ушел. Моя мама девочкой встретила войну. Ей было 13 лет. Когда тут все разбомбили, расфигачили. Ну, Они местные, они здесь из сегодняшнего, скажем, Лужского района. Поэтому я выросла в такой семье, где знали, что такое война. И они никогда не говорили, никогда ничего не рассказывали. Бабушки мои прожили очень долгие жизни. Они все это пережили. Сначала еще финскую, потом еще какую-то. Короче, они родились до революции. Поэтому нет. Поэтому я считаю, все правильно. Все так быть должно. Мы должны доверять своему правительству. Выбирали, не выбирали, не важно, за кого голосовал кто за Владимира Вольфовича, кто за Путина. Но на сегодняшний день у нас президент Путин. И в стране должен быть порядок. Должен быть порядок. Что вы думаете? Я даже не знаю, что это сказать. Потому что я в армию не годен просто. Ага, да. Ну, вообще, по плане, как с этим законом согласны, вообще, все ли одобряете в нем? Ну, вообще, насколько я знаю, то, что раньше у нас была армия намного сильнее, то, что сейчас обучение пошло очень плохо. Из-за этого, по сути, то, что этот закон приняли, то, что нельзя будет уклониться, от этого будет армия становиться прогрессировать и будет сильнее у нас. То есть это лучше для России будет? По сути, да. Как вы считаете, спровоцирует ли этот закон новую волну отъезда молодых ребят из России? Может спровоцировать, которые боятся служить, потому что не видят в этом смысла. А стоит ли считать таких людей
их предателями, или это их выбор? Ну, по сути, с одной стороны можно считать, а с другой, получается, это их выбор идет. А ваши отношения, вот, допустим, ваш друг не захотел бы служить, а он бы уехал в Грузию, не знаю, ну, в общем, из России. У меня таких друзей нету. Ага. Поэтому я не знаю, что тут можно сказать. Потому что я сам учусь на медика, я могу все равно пойти в армию, также помогать. Реально не слышали? А что вы думаете на эту тему? Как-то безразлично на самом деле. Безразлично? Да, вообще как-то. Ну, вы за, поддерживаете это или не очень? Никак, а нейтрально. Нейтрально? А как вы думаете, спровоцирует ли этот закон новую волну отъезда молодых ребят из России? Ну, а как? Если по факту уклонисты не имеют права выезжать, то как они будут уезжать? Начало этого закона на этот признак еще не действует, а вот на следующий, на осень уже все. Тогда посваливают, я думаю, Ага. лично народу. Понял. Все, ребята, вам всех благ. Спасибо. Поздравляю вас с новой жизнью. Спасибо. Отказаться от повестки нельзя, а тем, кто уклоняется, запрещают. Не будет такого дурдома. Вы за, да? Ну да, у нас сын призывник, А, и все, я понял. Вам всего хорошо. А уклонистам запрещают выезд из России и запрещают Я, в общем, управлять все так автомобилем. знаю. Ну, идет правильно, идет по пути ужесточения закон, по пути большего контроля. Это правильно вообще? По вашему мнению, как просто сказать? По моему мнению, если бы не было... Это нужно было делать до тех событий, которые сейчас происходят. Я считаю, что да. То есть я за всеобщую воинскую обязанность. Ну вот я, например, мне очень нравится система в Израиле. То есть я, в принципе, за. Просто в контексте того, что сейчас происходит, мы понимаем, что это сделали, для чего. То как бы, в общем, так, двояко. Вообще в армии служить должны все. Мужчины и женщины. Нас остается все меньше, и защищать родину народу все меньше и меньше, к огромному сожалению. И причины тут совсем другие. Он гласит то, что теперь молодым ребятам нельзя будет отказаться от повестки никаким образом, а тем, кто уклоняется, им запрещают выезд из России и запрещают управлять автомобилем. Вот что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, это неправильно. Все. Да. А как вы считаете, спровоцирует ли этот закон отъезд молодых ребят из России? Думаю, да. Провоцирует. А вот стоит ли таких ребят считать предателями, или это все-таки их выбор? Это же все-таки выбор каждого человека. А как считаете, не спровоцирует ли этот новый закон новую волну отъезда молодых ребят из России? Ну а как они уедут, если им закроют? Ну, как говорят, нелегально. Вроде, да. Ну, слушайте, ну спровоцирует, что делать? Люди, которые не хотят воевать, которые что-то умеют, но это их выбор. То есть это как бы на их совести пускай остается. Причем тут даже, ну, совесть, такое понятие. В общем, они считают, они сами выбирают. Да, скорее всего, спровоцируют. Поддерживаете ли вы этот закон или нет? Ну, слушайте, я даже не знаю. Ну, с другой стороны, хотя и нет. Вот, и такой вопрос. Как вы считаете, спровоцирует ли этот новый закон отъезд молодых ребят из России? Может быть, все вполне. Так что я так-то, по сути, не знаю. Ну, скорее всего, не отъезд, а будут прятаться, уклоняться от этого. Все равно будут бегать. Они часто бегают, а там подавно будут бегать. И запрещают управление автомобилем. Это я слышал, да. Вот, а что вы думаете по этому вопросу? Все правильно, наверное, не знаю. Я как далек от этого, но все же думаю, правильно, скорее всего, возможно. Только. Не знаю. Ну, думаю, да, правильно. Потому что меньше беглецов, так сказать. Самому скоро идти в армию. Ну, так что да, правильно. А как вы считаете, не спровоцирует ли этот закон новую волну отъезда ребят из России? Ну, в принципе, может. Ну, то есть вы одобряете этот закон во всех Значит, отношениях? Да, то есть запрещать выезд из России — это нормально, и нормально запрещать управление автомобилем?
Ну, это смотря как посмотреть, тут уже с разных сторон смотреть. С одной стороны правильно, с другой стороны, ну, нет, не знаю. Ну, это уже все от человека зависит. Неоднозначно. Ну да, неоднозначно. Если бы это сделали 10 лет назад, я бы сказал, что это хорошо. А сейчас это все так вот. Неоднозначно. Да, так скажем. Благодарю вас. Просто, сейчас не на это. Да. А те, кто бегает, вы кем их считаете? Тем, кто делает собственный выбор, или это предатель Родине? Ну, вообще-то, если честно говоря, я не считаю предателем. У каждого свой выбор, как он хочет. Но ребят-то жалко все равно молодых. Тем более, когда если их так отправляют вот туда, сейчас на эту Украину, все равно же жалко их. Отслужил, ты пошел дальше себе гуляй свободно. А так-то жалко все равно же. Это у каждого свой выбор. Осуждать человека нет смысла. Я бы своего сына, если бы сейчас у меня пошел бы в армию, я бы тоже бы сделала, чтобы он шел туда. Ну что вот. Спасибо большое. Пожалуйста. Вам всех благ. И вам так.